Приветствую, друзья! Природа не щадит никого. С каждым днем она становится все яростнее и беспощаднее. Штормы и ураганы не утихают, вода поглощает целые районы. Все это лишь один день из жизни нашей планеты. Давайте посмотрим, что случилось за последние сутки. На севере Эфиопии, в малонаселенном регионе Афар, произошло мощное взрывное извержение вулкана Хайли-Губби. Это событие стало неожиданностью для научного сообщества, так как по данным глобальной программы по изучению вулканизма Смитсоновского института, за последние 12 тысяч лет не было зафиксировано ни одного извержения этого вулкана. В результате извержения высота пеплового столба достигала 15 километров над уровнем моря. Очевидцы наблюдали сильные вулканические молнии. Вулкан Хайли-Губби расположен к юго-западу от Эрта-Алия, самого активного вулкана на африканском континенте, являясь при этом самым южным вулканом хребка Эрта-Алия. Тулужский консультативный центр по вулканическому пеплу оперативно выпустил бюллетень, подтверждающий взрывное извержение и обнаружение пеплового шлейфа на спутниковых снимках. Это извержение может стать первым зарегистрированным в истории наблюдений за Хайли-Губби, что делает его событием исключительно научной важности. Вулкан представляет собой щитовой вулкан высотой 521 метр, на вершине которого расположен симметричный шлаковый конус. В настоящее время специалисты ведут наблюдения за развитием ситуации. Резкое изменение погоды в Тюмени и Тюменской области привело к тому, что улицы города превратились в один сплошной каток из-за переохлажденного дождя. Ветки деревьев, заборы и припаркованные автомобили покрылись толстой коркой льда, создав в городе настоящую чрезвычайную ситуацию. Ледяной дождь парализовал движение в городе и на региональных трассах. В Тюмени из-за гололеда произошло множество аварий. В аэропорту Рощино из-за неблагоприятных метеоусловий были отменены или задержаны авиарейсы. После ряда аварий на трассах в Тюменской области ввели ограничения движения. Дорожные службы города работают в усиленном режиме, пытаясь справиться с последствиями аномального дождя и восстановить нормальное движение. Власти настоятельно рекомендуют по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. В ночь на субботу сильный снегопад в сочетании со штормовым ветром обрушился на Хорватию, вызвав транспортный коллапс и многочисленные ограничения на дорогах как во внутренних, так и в прибрежных регионах страны. По данным метеорологов, наибольшие снежные накопления достигли 32 см в Завижане, 13 см в Гаспичи и около 10 см в Делнице и Личком Леще. Особую опасность представлял штормовой ветер, порывы которого были способны опрокинуть транспортные средства. Непогода привела к введению многочисленных ограничений движения по всей стране. Были закрыты для проезда всех категорий транспортных средств ключевые участки автомагистралей и нескольких региональных дорог. Из-за сильного ветра закрыли мосты Пак и Кырк. Также ввели обязательное ограничение движения для грузовиков с прицепами и тракторов на большинстве внутренних и прибрежных трасс. Власти Хорватии рекомендовали всем водителям воздержаться от любых поездок без крайней необходимости. Дорожные и экстренные службы продолжают ликвидацию последствий стихии. Ведется расчистка снега и уборка поваленных ветром деревьев. Активность вулкана Килауэа на острове Гавайи, одного из самых активных вулканов на планете, в последние дни находится в фазе усиления. По данным Гавайской вулканической обсерватории, в кратере Халемаумау наблюдается интенсивная подготовка к новому, уже 37-му по счету, эпизоду извержения с фонтанами лавы. Специалисты фиксируют продолжающуюся инфляцию вершины вулкана, свечение и разбрызгивание магмы из северного и южного жерл. Эти признаки указывают на то, что магма находится высоко в подводящем канале. Согласно прогностическим моделям, начало фазы извержения с высокими фонтанами лавы, скорее всего, произойдет в период до 26 ноября. Для вулкана установлен оранжевый цветовой код авиационной опасности, что означает продолжение извержения, представляющего угрозу, но локализованного в пределах национального парка Гавайские вулканы.
Пригороды австралийского Брисбена сильно пострадали от мощного градового шторма, обрушившегося на юго-восток Квинсленда вечером воскресенья. Шторм принес с собой гигантский град, диаметр которого достигал 9 сантиметров. Основной удар стихии пришелся на Логанхолм. Также выпадение крупного града отмечено в районах Силверспур и Праттен. Имеются многочисленные сообщения о повреждении автомобилей, разбитых окнах домов и солнечных панелях. Тысячи домов остались без электричества в результате падения деревьев и повреждения линий электропередач. Власти и экстренные службы штата призывают жителей сохранять бдительность, так как неблагоприятные погодные явления продолжаются. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными подобные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях о том, что происходит в вашем регионе. В центре небольшого мексиканского городка Санта-Мария-дель-Туле в штате Оахака находится уникальное природное сокровище – древний кипарис Монтесумы или дерево Туля, официально признанное самым широким деревом в мире. Этот живой гигант поражает своими невероятными размерами. Окружность ствола – 42 метра, высота около 40 метров. Масса превышает 600 тонн. Дерево Туля настолько огромно, что на протяжении долгого времени ученые и местные жители считали, что это не одно дерево, а несколько сросшихся стволов. Однако недавний анализ ДНК подтвердил, что это единый организм. Точный возраст кипариса остается предметом споров и до конца не установлен. По разным оценкам экспертов, дереву может быть от 1400 до 6000 лет. Местные жители верят, что дерево было посажено жрецом ацтекского бога ветра Эекатля около 1400 лет назад. Сегодня дерево Туля является главной туристической достопримечательностью региона и предметом национальной гордости Мексики, привлекая внимание экологов и путешественников со всего мира, которые приезжают, чтобы увидеть этот величественный памятник природы. В Приморском крае сохраняется аномально теплая и сухая погода для конца ноября, что в сочетании с сильным ветром привело к резкому обострению пожароопасной обстановки. По всему региону фиксируются многочисленные возгорания сухой травы и кустарников, представляющие угрозу населенным пунктам. Одним из наиболее пострадавших районов стал Уссурийск, где в субботу произошел крупный ландшафтный пожар. Сухая и ветреная погода позволила огню быстро распространяться по обширным территориям сухой растительности. Сотрудники МЧС и лесопожарных служб работают в усиленном режиме, оперативно реагируя на вызовы и ликвидируя возгорания. В некоторых районах Приморья, где обстановка наиболее сложная, пожары подошли к нескольким селам, активно ведется работа по защите населенных пунктов. Жители и гостей края убедительно просят не поджигать сухую траву, не разводить костры в лесных массивах и быть предельно осторожными с огнем на открытых территориях. Известный туристический район Калиуранг в Индонезии, в регионе Слеман, расположенный у подножья активного вулкана Мерапи, пострадал от масштабного внезапного наводнения. Сильный дождь с порывистым ветром, который не прекращался более часа, спровоцировал резкий подъем уровня воды. Вода стремительно заполнила низины Калиуранга, превратив узкие улочки и мосты в бурные потоки. Глубина воды в некоторых местах достигала 1,5 метра, что сделало движение транспорта невозможным. Основной удар стихии пришелся на центральные улицы Калиуранга, включая туристические тропы к храму Телома и парку Тумгалан. По предварительным данным, подтоплено около 50 жилых домов и 20 коммерческих объектов. Около 200 человек были оперативно эвакуированы в ближайшие убежища. Дороги, ведущие к административному центру Джокьякарта, оказались заблокированы. К счастью, информации о погибших на данный момент не поступало. Тем не менее, спасательные службы и местные органы по борьбе со стихийными бедствиями продолжают поиски.
В течение 21 и 22 ноября по всей Словакии прошли сильные снегопады, которые привели к значительному ухудшению дорожных условий, транспортным заторам и серьезным проблемам с движением. Особенно сильно от непогоды пострадали восточные, центральные и горные районы страны. Начавшийся на востоке страны и охвативший к субботе всю страну снегопад усложнил ситуацию на дорогах в Прешеве, Кошице, Попраде, Липтовско-Микулаше, а также на западе, в Комарно и Новых Замках. По всей стране было нарушено железнодорожное сообщение, фиксировались задержки поездов, в некоторых случаях достигавшие 80 минут. В горных районах из-за образования снежных заносов и угрозы падения деревьев были закрыты для движения основные перевалы, что фактически изолировало некоторые горные общины. Снегопад сопровождался шквалистым ветром, порывы которого в горах достигали 100 км в час. Видимость в некоторых местах снизилась до нескольких метров. Снежный покров в отдельных районах достиг 10-15 сантиметров. Коммунальные и спасательные службы работают в усиленном режиме, пытаясь расчистить дороги и восстановить нормальное движение. Однако погодные условия значительно замедляют процесс. Власти призвали население по возможности отказаться от дальних поездок и соблюдать осторожность на дорогах. Вчера в районе вулкана Семьеру, который продолжает проявлять высокую активность с 19 ноября, произошел сход Лохара. Смешивание дождевой воды с огромным количеством горячих вулканических отложений от предыдущих извержений привело к образованию быстро движущегося потока пепла, камней и грязи, который пронесся по руслу реки Лананг в Гладак-Пирак. Специалисты уже предупреждали о риске Лохара в предыдущие дни, когда извержения 19 и 20 ноября привели к образованию пирокластических потоков, прошедших до 14 километров по руслам рек Бисук, Кубакан и Лананг. Власти ввели 8-километровую зону отчуждения вокруг кратера и провели эвакуацию около 1000 жителей из наиболее уязвимых деревень. Вулкан остается на наивысшем уровне опасности. Жителям прилегающих территорий и спасательным службам предписано проявлять крайнюю бдительность и не приближаться к руслам рек, так как новые дожди могут спровоцировать дополнительные, не менее опасные исходы лохаров. Сильные проливные дожди, обрушившиеся на штат Кедах в Малайзии в ночь на воскресенье, привели к масштабным наводнениям в округе Кулим. В результате стихийного бедствия были затоплены 9 деревень, сотни жителей вынуждены были экстренно эвакуироваться. По данным местных властей, вода начала прибывать еще в субботу вечером, а ночью ситуация резко обострилась. Сильнее всего наводнения затронули районы Муким-Сунгай-Силуанг и Муким-Нага-Лилит. Всего в безопасные зоны были эвакуированы 225 пострадавших жителей. Для размещения эвакуированных были оперативно открыты 2 пункта временного размещения в общественных центрах Кулима. Экстренные службы и Департамент гражданской обороны Малайзии занимаются оказанием помощи населению и координируют работы по ликвидации последствий наводнения. Власти призывают жителей оставаться бдительными и следовать инструкциям по эвакуации, так как риск новых подтоплений сохраняется. Разрушительная серия наводнений и оползней, обрушившихся на центральные провинции Вьетнама, продолжает уносить жизни и наносить колоссальный ущерб. По последним официальным данным, число погибших в результате разгула стихии возросло до 90 человек. Еще 12 числятся пропавшими без вести. Сильнейшие дожди, которые в некоторых районах принесли до 1500 мм осадков, вызвали самые серьезные наводнения в регионе за последние десятилетия. Вода хлынула в населенные пункты, затапливая целые деревни и города. В общей сложности было затоплено или серьезно повреждено 235 тысяч домов. Тысячи жителей были вынуждены экстренно эвакуироваться в безопасные зоны. Серьезно пострадал аграрный сектор. Затоплено около 80 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, включая плантации кофе и риса, что угрожает поставкам из ключевого региона производителя.
Общий экономический ущерб, по предварительным оценкам, превысил $345 миллионов США. Спасательные службы и военные продолжают операции по поиску пропавших и доставке гуманитарной помощи в изолированные районы. Власти предупреждают о сохранении угрозы новых оползней в горных районах. Город Сетиф, расположенный на севере Алжира, столкнулся с сильным снегопадом, который принес в регион резкое похолодание. Национальное метеорологическое управление Алжира выпустило предупреждение о значительном снижении температуры по всей стране в субботу. В то время как в низинных районах Алжира в основном прошли интенсивные дожди, в более высоких горных районах наблюдались сильные осадки в виде снега. Сетиф, благодаря своему расположению на высоте 1100 метров, оказался в зоне активного снегопада. Хотя снегопады здесь случаются, но ноябрьские снегопады такой интенсивности – редкое явление. Основными проблемами стали осложнение транспортного сообщения и резкое падение температуры воздуха. Дорожные и коммунальные службы перешли на усиленный режим работы, ликвидируя последствия снегопада. На этих кадрах гора Кайлас в Тибете, почитаемая последователями 4 древних религий как мистический центр мироздания и место обитания богов. Строгая, почти геометрическая форма вершины и характерные снежные полосы создают ощущение, что перед зрителем не просто природный объект, а сама ось мира. Кайлас занимает центральное место сразу в 4 религиозных традициях – индуизме, буддизме, джайнизме и бон. Эта многослойная сакральность делает Кайлас одновременно природным и культурным объектом мирового значения. Ежегодно тысячи паломников со всего мира прибывают в этот отдаленный регион, чтобы совершить ритуальный обход горы. Внешний маршрут составляет около 50 километров и обычно занимает 3 дня пути. Внутренние маршруты короче, около 35 километров, и считаются более сложными. Для многих верующих этот обход – это не просто пешее путешествие, а форма молитвы, очищения и испытания силы духа. Паломники проходят этот путь пешком, а некоторые совершают его полными земными поклонами. Несмотря на наличие альпинистских маршрутов, вершина Кайласа остается непокоренной. Восхождения на гору официально запрещены из уважения к религиозным чувствам верующих. На протяжении веков гора считалась не просто труднодоступной, но и священной, местом, куда человеку не должно ступать. Ученые, наблюдавшие за охотой горбатых китов в водах Антарктики, стали свидетелями, как 2 кита совместными усилиями создали почти идеальную спираль Фибоначчи, используя технику пузырьковой сети. Пузырьковая сеть – это сложная и высокоэффективная стратегия коллективной охоты горбатых китов. Животные погружаются на глубину и начинают выпускать потоки воздуха, образуя вертикальную завесу из пузырьков. Эта стена пузырей действует как невидимое заграждение, сжимая косяк криля или мелкой рыбы к центру круга и не давая добыче уйти. Затем киты синхронно поднимаются из центра спирали с открытыми ртами, заглатывая сконцентрированную добычу. Хотя использование пузырьковых сетей – распространенное явление, ученые отмечают, что добиться такой математически точной формы, как идеальная спираль Фибоначчи или золотая спираль – это исключительная редкость даже для таких высоко организованных млекопитающих. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.